Всем привет! Вы на канале о вязании Моток Декор. Меня зовут Света, и я рада всех приветствовать. В этом видеоуроке я хотела бы рассказать, как связать вот такую интересную корзину в виде сердца. Вот с таким красивым узором. Размер корзины без крышечки 16 на 13 и где-то 9 сантиметров высотой. С крышечкой данная корзина получается размером 18 на 16 и уже где-то 10 сантиметров высотой. Данную корзиночку можно использовать в качестве подарка и для хранения всевозможных мелочей. Ставьте лайк этому видео, не забывайте подписываться на мой канал, если еще этого не сделали, оставляйте свои комментарии, это очень помогает каналу развиваться и мотивирует на создание новых и интересных мастер-классов. Вязать данную корзиночку я буду из трикотажной пряжи Бисквит, вот в таком нежном розовом цвете, называется он малиновый йогурт. Также мне понадобятся деревянные донышки, это будет непосредственно дно, цвет называется эвкалипт, вот такое светлое дерево, а донышко 15 сантиметров. И также мне понадобится крышка, я выбрала вот такой красивый нежный цвет, называется лунный камень, оно также размером 15 сантиметров. Из инструментов нам понадобится крючок номер 6 для обвязки деревянных основ. Крючок номер 7 это будет основной крючок для вязания корзины. Также иголка с большим ушком для того, чтобы прятать кончики, и ножницы. Также данную корзинку можно связать, например, из полиэфирного шнура. В описании к данному видео я оставлю ссылку и промокод для приобретения материалов со скидкой. Выбирайте подходящий вам материал. Желаю всем красивых корзинок и давайте приступать. Начинать вязание мы будем с вами с обвязки донышка, именно нижней части корзины. Моя донышко 15 сантиметров, у меня в нем 34 отверстия. И я буду делать всего 3 прибавки. Одна прибавка будет вот здесь, вот в этой узкой части. То есть мы сюда в это отверстие провяжем 2 петельки. И также вот здесь по бокам будет тоже провязано по 2 петли. В каждое из этих отверстий, если считать от центра, это 1, 2, 3, 4, 5, 6, шестое отверстие. И также здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, в шестое отверстие будет провязываться прибавка. Но для начала мы пройдемся и провяжем все отверстия обычными соединительными столбиками. Для этого мы берем с вами кончик, и нам необходимо оставить приблизительно 50 сантиметров. Или можно прям замерить по самому донышку. Вот так, начиная от края, пройдя вот так по всему периметру нашего сердечка. Вот приблизительно столько нужно оставить, то есть это 50 сантиметров. И именно отсюда мы начнем с вами использовать нить для обвязки донышка соединительными столбиками. Кончик нам это потом пригодится, я чуть попозже покажу для чего. Мы берем наше донышко и вязать мы будем с вами вот с этой петельки. То есть это у нас центральная, и сместимся на одну. Мы берем нить, уже отмеренную 50 сантиметров, и отсюда будем хватать рабочую нить. Берем сейчас крючок номер 6, чтобы он легко входил в эти отверстия. Итак, мы ныряем крючком в отверстие, хватаем рабочую нить и вытягиваем ниточку наверх. Далее ныряем в следующее отверстие, хватаем рабочую нить, вытягиваем и протаскиваем сразу через петлю на крючке. Кончик мы потом подтянем и подтянем немножко нашу петельку. И так далее мы с вами идем, ныряем в следующее отверстие, хватаем рабочую нить, вытягиваем и протаскиваем через петлю на крючке. Старайтесь эти петельки делать равномерными и одинакового размера. Далее опять ныряем с вами в отверстие следующее, вытягиваем и протаскиваем через петельку на крючке. Далее переходим к следующему отверстию, ныряем, вытягиваем и протаскиваем через петлю на крючке. Ныряем, вытягиваем и протаскиваем через петлю на крючке. Ныряем, вытягиваем и протаскиваем. И таким образом формируем вот такую косичку из соединительных столбиков, провязываем все наши отверстия и здесь с вами увидимся.
Я обвязала свое донышко, провязала в последнее отверстие также петельку, она сейчас у меня на крючке. И теперь нам необходимо с помощью кончика, который мы оставляли, сымитировать сюда также петельку соединительную и дальше продолжить вязание без обрезания нити. Для этого мы сейчас вытаскиваем аккуратно из петельки крючок. Мы берем с вами сейчас кончик вот этот, который у нас был длинный, и мы вытягиваем его из отверстия, где он у нас находился, из самого отверстия и из-под петельки, за которую он держится. Аккуратно вытягиваем и берем иголку с большим ушком, вставляем в иголку кончик. И сейчас будем имитировать с вами такую же лежачую косичку. Итак, мы берем кончик, хватаем вот эту петельку, которая была на крючке, мы в нее вот так ныряем иголочкой, протягиваем нить. Вот что получается. Теперь эту ниточку мы с вами ныряем сюда под ту петлю, под которой мы уже были, то есть там, где у нас изначально этот кончик и был. Мы ныряем, утягиваем ниточку всю и возвращаемся с вами сюда обратно в эту петельку, которая у нас была на крючке. Мы ныряем прям туда и сразу в отверстие. И потихонечку утягиваем все наизнанку. Поправляем петельку и все подтягиваем. И вот так у нас получилось место соединения. Практически незаметно, что у нас здесь было начало ряда. Теперь этот кончик нам пригодится. Будем распределять по данному торцу. Вот так, начиная отсюда, мы накладываем нить. Будем просто придерживать ее пальцем. И вот так потихонечку при обвязке будем прокладывать ее по всему краю нашего сердечка. То есть должно получиться вот так. И при обвязке мы будем таким образом прятать наши деревянные торцы, чтобы их было не видно, если что, между ножками. А начинать сейчас вязание мы будем с вами опять со второго отверстия. То есть не вот этого центрального, а именно со второго. Мы накладываем тот кончик на торец, придерживаем его, ныряем в это второе отверстие крючком, теперь прям насквозь этих косичек, вот так, придерживаем кончик пальцами или немножко можно натянуть, хватаем теперь рабочую нить, крючком вытягиваем из отверстия, хватаем заново рабочую нить и провязываем, получается, столбик. Прокладываем дальше наш кончик аккуратно по торцу нашего донышка и далее ныряем теперь в следующее отверстие, также между дужек косичек, то есть одна дужка здесь, другая дужка здесь. Прямо посередине ныряем, хватаем рабочую нить, вытягиваем, хватаем рабочую нить и провязываем 2 петельки на крючке. Таким образом мы делаем с вами сейчас обвязку уже торца донышка. Опять прокладываем нить, ныряем теперь в следующее отверстие, также между дужками, хватаем рабочую нить, вытягиваем, хватаем заново рабочую нить и провязываем столбик. И такими столбиками без накида мы с вами провязываем все наше донышко, прокладываем кончик, не забываем, ныряем в следующее отверстие между дужками, хватаем рабочую нить, вытягиваем, хватаем заново рабочую нить и провязываем столбик. Не забывайте, что потом они будут у нас немножко загибаться наверх, так как у нас пойдет корзина тоже уже наверх.
Получается, мы с вами так провязываем, не забываем сделать прибавки. Здесь мы делаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, шестое отверстие от центра. 2 петельки провязываем в одну. Итак, я подошла к месту прибавки, и сюда также я ныряю, провязываю сначала 1 столбик и ныряю теперь туда же. Также хватаю нить и провязываю 2 столбик, то есть в одно отверстие. И далее мы идем, также провязываем по 1 столбику в каждое отверстие, обвязывая наш кончик по торцу, и встречаемся с вами здесь на этой прибавке, когда мы дойдем 1, 2, 3, 4, 5, 6 до 6-го отверстия. Итак, я подошла снова к 6-му отверстию от центра, то есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, и в него делаю прибавку, то есть провязываю таких 2 столбика в одно отверстие. Также ныряю, вытягиваю, провязываю сначала 1 столбик, и теперь ныряю туда же, хватаю рабочую нить и провязываю 2 столбик. И так далее. Опять иду, провязывая по 1 столбику в каждое отверстие. И здесь с вами в конце увидимся. Я подхожу уже к концу. У меня остается последнее отверстие. И в него я также провязываю прибавку. То есть 2 столбика в одно отверстие. Также кладу кончик, чтобы было не видно торца, сердечко, донышко. И ныряю прям в отверстие. Хватаю рабочую нить, вытягиваю, провязываю далее рабочей нитью петельки. И далее ныряю туда же, хватаю рабочую нить, вытягиваю. Старайтесь его уже, столбик этот, вытянуть сюда, на эту сторону. Хватаю рабочую нить и провязываю через 2 петельки. Вот так получилось здесь. Я уже немного загнула вязание наверх, как у нас будет дальше идти корзина. И можно проследить, что торца нашего донышка между ножками столбиков нигде не видно за счет того кончика, который мы там с вами прятали. Итак, теперь мы переходим к соединению. Заканчиваем нашу обвязку. Мы вытягиваем немножко вот эту петельку, которая у нас сейчас на крючке, и ныряем с вами крючком под первую лежачую косичку, которая у нас была здесь в самом начале. То есть вот столбик, и у него лежачая косичка. Мы под нее ныряем, надеваем петельку эту вытянутую и вытягиваем ее наизнанку. Заворачиваем немножко вязание все уже наверх, чтобы формировать дальше наши стеночки. Опять немножко подтягиваем. Можно эту петельку немножко уменьшить, потянем за рабочую нить, но так, чтобы она не убежала обратно. Подтягиваем, еще немножко уменьшим. Вот такой можно ее оставить. Далее мы переходим с вами к вязанию первого ряда, и мы меняем крючок на номер 7. И этим крючком мы будем далее продолжать вязание и провязывать стенки для нашей корзины. Значит, первый ряд, в нем уже будет сейчас сразу формироваться наш узор. Вот мы утянули с вами петельку назад, то есть сделали соединение. И теперь нам необходимо нырнуть в раскол галочек, которые у нас были вот в этом ряду обвязки, прям между 2 ножками в раскол этой первой петельки, куда мы с вами утянули петлю, которая у нас была на крючке в самом конце. И здесь также, если посмотреть, у нас крючок выходит между 2 ножек, то есть в раскол. Смотрим, чтобы эта петелька не убежала назад. Хватаем с вами рабочую нить, вытягиваем, петельку придерживаем, старайтесь, чтобы она не убежала. Мы вытянули с вами вот такую петлю. Далее ныряем в следующую сразу галочку в раскол также ножек
с лица и с изнанки, чтобы был в раскол. Хватаем опять рабочую нить, вытягиваем. У нас вот такие 2 петельки на крючке. Сейчас мы вот эту петельку, которую вторую вытащили, протягиваем через ту петельку, которая у нас первая. Вот что должно получиться. Теперь нам необходимо надеть вот эту петельку, которую мы утягивали, на крючок, чтобы она зафиксировалась и уже точно никуда не убежала. Далее мы хватаем рабочую нить и протаскиваем через эти 2 петли. Таким образом у нас получилось соединение ряда и переход сразу на наш первый ряд с узором. Далее мы продолжаем с вами вязание этого ряда и повторяем все то же самое. Мы ныряем сначала с вами в раскол галочки, в которой мы уже были. Ныряем, вытягиваем ниточку. Далее ныряем сразу в следующую, также в раскол ножек. Хватаем рабочую нить. Сначала теперь протаскиваем петельку через петельку. У нас опять 2 петли на крючке, и мы заново, хватая рабочую нить, провязываем через все эти 2 петельки. Опять ныряем с вами туда, где мы уже были, в раскол, вытягиваем. Далее ныряем в следующую, также в раскол, хватаем ниточку. Сначала протаскиваем одну петельку через другую, а теперь новой рабочей нитью провязываем до конца столбик. И таким образом мы с вами провязываем весь этот ряд до конца. И здесь с вами увидимся. Я покажу, как мы будем делать соединение и переход на следующий ряд. Итак, я подошла к концу этого ряда. Мне осталось провязать последний столбик. И получается, сейчас я провяжу, ныряя сюда крючком, где я уже была. И также нырну вот сюда, где я тоже уже была, но это было в самом начале ряда. Итак, ныряю в раскол, хватаю рабочую нить. Далее ныряю в следующую, также в раскол, вытягиваю, протаскиваю петельку через петельку. И далее рабочей нитью заканчиваю вязание. Так у нас получился первый ряд. И теперь мы делаем с вами соединение ряда и переход на следующий. Мы также вытягиваем петельку, которая у нас на крючке, и идем сюда к началу ряда. Видим нашу первую лежачую косичку. Мы под нее ныряем крючком. Оттуда, с изнаночной стороны, как бы хватаем петельку крючком и утягиваем ее туда наизнанку. Теперь опять подтягиваем петельку, оставляем ее небольшой, но чтобы она не убежала назад. Подтянули. Вот такое соединение ряда у нас получилось. И теперь делаем переход на следующий. Сейчас ныряем крючком в раскол вот этой первой галочки, под которую мы утянули петельку. Ныряем в раскол, выходим крючком, также в раскол здесь, хватаем рабочую нить, но следим, чтобы вот эта петелька у нас не убежала. Хватаем рабочую нить, вытягиваем. Далее придерживаем эту петельку, сразу ныряем в следующую галочку, также в раскол. Ныряем в раскол, смотрим здесь и в раскол здесь. Хватаем также рабочую нить. У нас сейчас опять 2 петельки на крючке. Одну петельку через другую протаскиваем. Теперь надеваем вот эту петельку, которая у нас была петлей соединения. Мы ее фиксируем. И теперь, хватая рабочую нить, протаскиваем ее через все эти 2 петельки. Таким образом у нас получилось соединение ряда и переход уже на следующий ряд. И так далее. Этот ряд мы также вяжем узором. Продолжаем. Опять ныряем в раскол, там, где мы уже были. Далее ныряем в следующую галочку, также в раскол ножек. Хватаем рабочую нить, вытягиваем. Теперь мы сразу эту петельку протаскиваем через эту. И новой рабочей нитью провязываем столбик до конца через 2 петельки. И так далее мы опять идем опять в эту же петельку, где мы уже были, вытягиваем. Теперь в следующую, также в раскол,
Протаскиваем сначала петельку через петельку, а теперь новой рабочей нитью завершаем вязание столбика. И таким образом мы идем с вами опять до конца ряда. Всего для корзинки я свяжу 6 рядов. Один я уже связала, второй начала, и еще останется 4 ряда. Предлагаю их связать самостоятельно, и там мы с вами увидимся. Итак, моя корзиночка, нижняя часть уже почти готова. Я провязала 6 рядов, и сейчас буду заканчивать вязание. Я не буду здесь делать никакую дополнительную обвязку, чтобы не утяжелять верх, и для того, чтобы крышечка легко и свободно садилась на нашу нижнюю часть корзинки. Поэтому сейчас мы будем просто прятать кончик и сделаем с помощью петли имитации. Для этого мы сейчас отрезаем кончик, совсем небольшой. Вытягиваем сейчас вот эту последнюю нашу петельку и берем иголку с большим ушком. Вставляем нить. И сейчас будем делать петельку имитацию. Для этого нашу иголочку мы снизу с лицевой стороны заводим за первую лежачую косичку, вот так за обе дужки. Протаскиваем иголочку, возвращаемся в эту петельку, ныряем иголочкой под дужку косички и под перемычку, которая у нас идет здесь с изнаночной стороны. Протаскиваем иголочку и начинаем подтягивать эту ниточку посильнее, и делаем эту петельку примерно такого же размера, как и все остальные лежачие косички. А этот кончик просто прячем сюда под ножки столбиков, также иголочкой, как будет вам удобно. И на этом наша нижняя часть корзиночки уже полностью готова. Далее мы переходим к обвязке крышки. Обвязываем ее точно таким же способом, как и обвязывали донышко. Также сначала соединительными петельками провязываем все отверстия и далее обычными столбиками обвязываем торец нашего сердечка. И не забывайте сделать прибавки. Мы также их делаем здесь в нижней части и вот здесь по бокам в шестое отверстие от центра, если считать. Предлагаю сделать это самостоятельно. И далее мы с вами увидимся. Я покажу, как мы будем дальше обвязывать нашу крышку до нужного размера. Итак, я спрятала кончик под ножки столбиков на корзиночке и уже обвязала крышку, так же, как мы обвязывали с вами донышко. Я провязала в последнее отверстие уже один столбик. Я ныряю в последнее отверстие, еще провязываю один столбик, чтобы получилась прибавка. Хватаю рабочую нить, вытягиваю. Но завершать вязание я буду с помощью вот этого кончика, который у нас прятался. То есть я сейчас вытянула как бы ножки столбиков. Теперь рабочую нить я бросаю, а заканчивать вязание буду вот этим кончиком. То есть хватаю сейчас кончик и протаскиваю его через 2 эти петельки на крючке. Подтягиваю рабочую нить, чтобы сформировались ножки столбика. Вот так у нас получилась прибавка здесь. Теперь этот кончик можно уже вытащить. С помощью него мы сейчас будем делать с вами соединение нашего ряда, который у нас был обвязкой крышки. Для этого мы сейчас берем с вами иголку с большим ушком, вставляем этот кончик в иголочку и находим нашу первую лежачую косичку здесь, которая была у нас на этой стороне. Под нее ныряем с лицевой стороны под обе дужки и утягиваем туда этот кончик. Подтягиваем все и теперь обратно возвращаемся сюда же, в эту петельку, откуда у нас выходит ниточка, и под перемычку, которая у нас там под дужкой косички. Утягиваем. Все аккуратно подтягиваем, чтобы размер этой косички был таким же, как и все остальные. И вот такое соединение у нас здесь с вами произошло. Кончик можно сразу спрятать сюда под ножки столбиков, чтобы он нам больше не мешал, так как он нам больше не пригодится. Ныряем вот сюда под ножки столбиков просто
и прячем этот кончик. И так далее, пока он не спрячется. Прячем. И лишнее можно уже обрезать. Итак, я спрятала кончик, обрезала лишнее, и теперь у нас здесь остается только одна рабочая нить, с помощью которой мы будем далее сейчас вязать наш первый ряд с узором для крышечки. Итак, напоминаю, что сейчас мы не загибаем вот этот край обвязки, как мы делали внизу на донышке, наверх, так как нам надо, чтобы она была горизонтальная, то есть вот эта обвязка, и не наклонялась уже как бы наверх для стеночек нашей крышки. И вязать мы сейчас будем с вами, ныряя за дальнюю дужку косички и за вот эти перемычки, которые идут у нас под каждым столбиком. Я взяла сразу крючок, который побольше, номер 7. Начинать вязание мы будем после вот этой прибавки. Вот у нас один столбик прибавка и второй столбик, да, наша прибавка. И у этого второго столбика есть косичка, которая входит, как бы опускается в этот столбик. Вот за эту косичку мы и будем сейчас с вами нырять. За дальнюю дужку крючком ныряем. Ныряем также за перемычку. Далее хватаем рабочую нить. Вытягиваем нить. Далее ныряем в следующую также за дальнюю дужку и за перемычку. Ныряем крючком за дальнюю дужку, за перемычку столбика. Также хватаем нить и вытягиваем. Далее протаскиваем одну нить через другую. И теперь заново хватаем рабочую нить, протаскиваем через петельку на крючке. Так у нас получился с вами первый столбик для узора. И продолжаем далее наше вязание. Опять мы, согласно узора, ныряем в ту петельку, где мы уже были. Вытягиваем. Далее ныряем в следующую за дальнюю дужку, не забывайте, и за перемычку. Также ныряем, вытягиваем рабочую нить, протаскиваем петельку через петельку и далее, хватая рабочую нить, провязываем через 2 петли на крючке. Так получился у нас второй столбик. И так далее мы идем, опять ныряем там, где мы уже были. Теперь в следующую за дальнюю дужку и за перемычку протаскиваем одну через другую и новой нитью провязываем через 2 петельки. Таким образом у нас опять формируется тот же самый узор, что был на корзине, и мы с вами провязываем так весь этот ряд. Старайтесь не затягивать данные петельки, чтобы они шли более свободно. И при этом немного уже начинаем их сгибать вниз для формирования стенок крышки, но не очень резко, для того, чтобы был более пологий скос, чтобы размера крышечки хватило для закрывания корзинки. Итак, продолжаем далее связать самостоятельно. И здесь с вами увидимся, я покажу, как мы будем делать соединение ряда и переход на следующий. Я провязала весь ряд, подошла к самому концу, провязала последний столбик, и сейчас мы будем делать с вами соединение. Можно заметить, что у меня этот ряд сильно не стал перпендикулярным к самому донышку, то есть крышечки, он так более полого как бы начал спускаться, для того, чтобы его хватило для размера корзиночки. А вот следующий ряд, к которому мы сейчас будем переходить, мы будем уже вязать более перпендикулярно, то есть чтобы уже образовалась именно стеночка. Итак, сейчас мы делаем с вами соединение, так же как мы делали с вами и на корзине в каждом ряду. Мы вытягиваем петельку, далее ныряем за первую лежачую косичку с изнанки крючком, набрасываем эту петельку на крючок и утягиваем ее на изнанку, и все подтягиваем. Далее потихонечку уменьшаем эту петельку, подтягиваем за рабочую нить, но чтобы она не убежала назад. Оставляем ее примерно такого размера, и теперь делаем переход на следующий ряд. Мы сейчас с вами ныряем крючком также в раскол вот этой галочки, куда мы утягивали эту петельку, ныряем между ножек здесь и выходим между ножек здесь, получается под этой петелькой и вот под перемычкой.
Далее мы хватаем рабочую нить, вытягиваем. Далее ныряем в следующую петельку, также в раскол, здесь и здесь. Следим, чтобы это у нас петля не убежала. Хватаем рабочую нить, вытягиваем. И теперь петелька ныряет под петельку. Далее надеваем эту утянутую петельку на крючок, хватаем рабочую нить и провязываем через 2 петли на крючке. Вот такое соединение у нас произошло, и переход на следующий ряд. И так далее мы идем, вяжем с вами этот последний ряд для крышки. Также ныряем, получается, крючком там, где мы уже были. Вытягиваем ниточку. Далее в следующую петельку, также в раскол. Вытянули петельку через петельку. И далее новой рабочей нитью провязываем 2 петли на крючке. И так далее мы с вами идем до конца этого ряда. Провязываем каждый столбик. И встречаемся с вами здесь в конце ряда. Я покажу, как мы будем заканчивать. Не забывайте, этот ряд у нас уже идет более перпендикулярно. Мы уже начинаем его сгибать более сильней, чтобы у нее образовывались уже стеночки. Итак, я довязала свой последний ряд для крышечки. И сейчас мы также просто обрезаем нить и будем делать петлю имитацию. Вытягиваем эту петельку, вставляем кончик в иголочку и опять находим первую лежачую косичку, под нее ныряем и все подтягиваем. Далее опять возвращаемся обратно в эту петельку, где у нас уже была ниточка, за дальнюю дужку и за перемычку. И все утягиваем наизнанку. Подтягиваем, делаем петельку такого же размера, а кончик просто прячем под ножки столбиков, как будет удобней. Предлагаю сделать это самостоятельно. Чтобы крышечка хорошо сидела на корзинке, необходимо немного загнуть стенки крышки, но так, чтобы вот этот ряд первый, его было видно. То есть вот так поднажать, поджать стеночки, и тогда крышечка очень хорошо и плотно сядет на корзиночку. Вот такая корзиночка у меня получилась с плотно прилегающей крышечкой. Надеюсь, у вас тоже все получилось, но если вдруг остались какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях, всем все подскажу. А также делитесь своими результатами в других соцсетях, мне будет очень приятно. Если данный видеоурок был для вас полезным, обязательно ставьте лайк, не забывайте подписываться на мой канал, оставляйте комментарий, это помогает моему каналу развиваться и мотивирует на создание новых мастер-классов. А на этом все, до встречи в новых видеоуроках, пока-пока!